Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы будем вязать повязку. Можно вязать для ребенка, можно вязать также для взрослого. Еще для работы нам понадобится крючок номер 4 и резиночка для волос. Я вязать буду для своей девочки, своего ребенка, дочки, возраст 4,5 года, обхват головы 52 сантиметра. То есть, если вы будете вязать на какой-то другой обхват головы, понятно, то и расчеты немножко будут другие. Хотя за счет резиночки данная повязочка подойдет и на больший обхват головы. Итак, приступаем к вязанию. Так, делаем узелочек и набираем 73 воздушные петельки. Набрали 73 воздушные петельки. Далее вяжем полустолбиками с одним накидом. То есть делаем накид и раз, два в третью воздушную петельку. Протянули 3 петли на крючке, провязали вместе. И так мы будем полустолбиками с одним накидом вязать всю нашу повязку. Только последующие ряды мы будем провязывать это за заднюю полупетлю. Итак, вяжем до конца ряда. В этом ряду, если считать вот эти две воздушные петельки, у нас должно получиться 72 полустолбика с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Итак, я провязала первый ряд. Если считать 2 воздушные петли в начале, то получается 72 полустолбика с одним накидом. Переходим на второй ряд. 2 воздушные петельки, развернули вязание, делаем накид и сразу же в первую петлю за заднюю полупетельку, да, снова провязываем полустолбики с одним накидом. Итак, второй, третий и четвертый ряд вяжем таким образом. Сейчас дойду до конца второго ряда, покажу, где провязываем последнюю петельку. И обязательно просчитываем, чтобы вы не перепутали и не связали большее количество полустолбиков с накидом. Смотрите, как красиво получается. Вяжем до конца второй ряд. Так, довязываем до конца второй ряд. Вот здесь провязываем последнюю петельку за заднюю полупетлю. Полустолбик с одним накидом. Вот, смотрите, как смотрится, да. Обязательно, провязав второй ряд, просчитайте петли. Должно вместе с двумя воздушными получиться 72 полустолбика с одним накидом. Далее третий и четвертый ряд вяжем точно так же, как второй, за заднюю полупетлю. Это вы провяжете самостоятельно, а в пятом ряду мы будем формировать дырочки. Я вам покажу, как и сколько нужно отсчитать, чтобы сформировать дырочки. Вяжем третий, четвертый ряд самостоятельно. Итак, провязав 1, 2, 3, 4 ряда, в пятом ряду мы будем формировать дырочки. Набираем 2 воздушные петли и далее вяжем 12 полустолбиков с одним накидом. Вот это у нас будет 13. Так, второй. За заднюю полупетлю, как и обычно мы вязали, вот это полотно, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. То есть считаем вместе с двумя воздушными петельками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Делаем 3 воздушные петли и 3 петельки на полотне пропускаем. 1, 2, 3. В четвертую опять полустолбик с одним накидом. И далее то же самое провязываем 13 полустолбиков с одним накидом, 3 воздушные петельки пропускаем и в четвертую петлю снова. Таким образом на полотне у нас должно образоваться 4 отверстия. Итак, 3 отверстия у меня есть. Вот это последнее, четвертое отверстие. Делаем 3 воздушные петли, накид, 1, 2, 3, в четвертую петельку за заднюю полупетлю. И в конце у нас должно получиться 8 полустолбиков с одним накидом. Проверяйте. Это мы вяжем 5-й ряд. Далее нам останется связать еще 4 рядочка. То есть как бы эти дырочки у нас они посерединке. Так, провязали 5-й ряд. Вяжем 2 воздушные петли. Сейчас покажу, как мы провязываем над дырочками. За заднюю полупетлю снова вяжем полустолбики с одним накидом. Опять же, во всех последующих 4 рядах их должно быть 72, как и в первых 4. То есть мы теперь на отверстиями будем провязывать по 3 полустолбика с одним накидом. Тоже вяжем, смотрите, подошли к 3 воздушным нашим петелькам, и над этими дырочками мы, так как мы пропускали 3 петли, да, мы провязываем 3 полустолбика с одним накидом. Вот таким вот образом. Над следующими дырочками делаем то же самое. Это у нас идет так 6-й ряд, еще останется провязать 7-й, 8-й, 9-й. Вы вяжете их самостоятельно и делаете еще одну такую же детальку, точно такую. Повязка будет состоять из 2 деталей. Итак, провязано всего 9 рядов. Я вам и говорила, что после дырочек мы еще провязываем 4 рядочка, да? И связано у меня 2 такие детали. Вот они одинаковые, эти детальки. Смотрите, отверстия. По 4 отверстия в каждой, но вот это расстояние у нас поменьше, чем вот это. Да, теперь одну полосочку оставляем так, а другую поворачиваем другой стороной. То есть повернули так, что у нас вот это отверстие, короткое расстояние до отверстия. И вот эту полосочку накладываем наверх. Через нее продеваем та, которая ниже, ту, которая ниже. Вот так вот. И равняем хвостики. То есть вот это расстояние у нас вот здесь. Смотрите, вот оно должно быть одинаковым. Теперь мы постоянно верхнюю деталь будем просовывать в нижнюю. То есть вот эту верхнюю протянули. И красиво поправляем. Так, теперь, когда все расправили, вот такая получается коса. Так, и теперь надо как-то присоединить резиночку. Да, берем иголочку, нашу резиночку.
И смотрите, соединяем эти две детальки наши. Оставляем небольшой хвостик. И потом проходимся вот так вот сверху по вот этим косичкам. И то же самое с обратной стороны. Стягиваем полотно. Делаем узелочек и прячем хвостики. Так, наша резиночка получилась внутри. То же самое делаем и вот с этой стороной. Резиночку продеваем сюда. И так же, как я вам показывала, сшиваем эти две детальки. Я покажу уже готовый вариант. Смотрите, как получилось на резиночке. Вот готовый ободок. У меня на все про все пошло чуть больше одного моточка. В одном моточке 50 грамм 100 метров. Вот осталось от второго моточка. Совсем чуть-чуть я от второго моточка взяла, да, но со второго моточка можно связать модные коротенькие митинги. Причем вот таким вот узором, даже которым связана у нас повязочка. Не плести никакую косу, а просто сделать прямоугольнички. У меня даже на канале есть мастер-класс, где я вяжу митинги, но там я вывязываю еще и пальчик. Хотите, можно по этому мастер-классу связать, хотите, можно просто сделать прямоугольнички, оставив окошко для пальчика. И получится довольно-таки модный, красивый такой наборчик, да, это повязка и митинги. Вот, так что если вам полезен был мой видеоурок по созданию вот такой вот оригинальной повязочки косы, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!